Нет таких правил, что я должна сразу заплатить. Почему вы меня выгоняете? Я вам заплачу, когда закончится поездка, я заплачу. Уважаемые, выходите, давайте, без скандала. Почему вы меня выгоняете? Я оплачу обязательно поездку. Я уже другой заказ, все. Почему вы меня здесь высаживаете? Я могу, я имею право. От вас спиртным пахнет, я не повезу вас, все. Есть норма. Я вам культурно объясняю, я не повезу вас дальше, все, можете выходить. Почему вы меня высаживаете-то? Я не хочу вести вас, все. Почему вы меня не хотите вести? Вы мне, почему? Потому что земля круглая, понимаете? Выходите. Я вам оплачу поездку. Высаживать вас? Есть деньги на карте. Ну, не знаю, есть, нет. Я оплачу поездку в Вы конце. сейчас платите, я вам. Если не доедем, я вам заплачу. Если не доедем, это что? Хорошо, сейчас я вам скину прямо сейчас. Не надо мне закидывать, все уже. Сейчас я скину, не завершайте, пожалуйста. Привет, Ули, друзья, с вами Life is Strange, и сегодня вас ждет просто огромная энциклопедия неадекватного поведения в такси, которое произошло в сентябре этого года. Ребята, будет жарко, короче говоря, трешачок подъехал, начинаем. Сейчас мы приедем в отделение полиции и уже там будем разбираться. Я сейчас оплату по карте совершила. Да, конечно, вы совершили оплату по карте. Сняли согласно, должны были остановить, я собиралась заехать в Макдональдс. Вроде не получили, что, видишь ли, я закупила сигареты, хотя об этом нет никакого указания. Сейчас это я купила в отделении полиции на основании. Я не купила свой товар, я установила точку. Сейчас в отделении полиции разберемся. Будете звездой интернета. Выложу сегодня прям. Я тебя сделаю звездой интернета. Смотри внимательно. Таких, как вы, должны знать в лицо. А каких? Каких? Вы по карте сняли? Я еще раз вам говорю, таких, как вы, должны знать в лицо. Наша страна должна своих героев знать в лицо. Сняли? Это тот самый человек, который постоянно мне пишет всякие кляузы и гневные письма с целью, чтобы я удалил твой видосик из своих компиляций, то ты еще тот неадекватный. Ну ты не расстраивайся, на канале Странная Жизнь таких много. Ведь здесь я раскрываю все грани человеческого безумия, где бы и с кем бы это ни происходило. И, кстати, данный видосик несет исключительно обучающий характер, ведь на примере различных ситуаций жизни я демонстрирую людям, как не стоит себя вести в цивилизованном обществе. Короче, как не надо быть быдланом. Дай Бог. Мы будем жить. Да будем жить, мы тебе говорим, дай Бог. Короче, если завтра как военкомат съезжу, я тебе позвоню. Хорошо, да. Все, Виталий, все, он без ног, без рук не принимаем, чтобы целый здоровый приехал, понял? Да. Все. Давай там будешь фотки, шли нам. Бронежилеток во всем, давай. Давай. Способ оплаты изменен на наличные. Это кто изменил? Ну, я вам оплатил это через карту. Способ оплаты изменился на наличные. Не знаю, А кто знает? я вот сейчас это оплатил, то, что это через вот это все. Что через вот это все? Оплата стала наличными. Вы можете обратно сделать? Задолбала эта фигня уже. Не знаю, это у вас должна, у вас должна быть оплата. У меня это идет оплата, то, что я оплатил. У вас способ оплаты изменился на наличные.
Я платил это. А почему с меня списали деньги? Никто с вас 200 ничего не рублей с списал. меня, это 200 рублей, Не знаю. 250 рублей с меня У списали. меня написано оплата наличная. Ну и знать, что это, не знаю. Все, до свидания. А кто знает? Да с меня списали бабки. С Кто меня списал? С меня Кто списали, списал? ваши таксисты списали. А я при чем? Ну и все. Ты какой хера дверь хлопаешь, свинья? Да потому что Охренел, ваши такси, что ли? ваши Какие такси, ваши такси, ваши? Ты мне должен денег. не ваши Иди нахуй, таксисты с короче. меня бабки списали. А я при чем? А при А чем? я при чем? Нахер ты дверь Да хлопаешь? иди, да ты придурок. сам иди, Вон с отсюда. меня списали. А за я, вас да бабки. никто с тебя ничего не списал, блин. Списали! Никто с тебя ничего не списал. Списали! Что ты брешешь? Да не вот, Где? да ты Оплата наличной. так блин. наличными. Вот такой вот. Да езжай! Ты, блин, свинья. Ген, к тебе опять пришли. Что, опять? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже как Скар приехали подключиться? Большой спрос сейчас на них. Я знаю. Вам письмо от тети Нины. Здравствуйте, канал «Странная жизнь». Слышала, у вас на канале могут посоветовать хороший агрегатор такси. Угу. Да, здрасте. Ну что, еще один? Еще один хочет подключиться к Xcar. Ну так работает же реклама. Да, принес письмо. Я не знаю, кто. Ну что, Руслан Сергеевич, поможете? Да, Зизандари. Мизандари. Прошу прощения. Мизандари. Все, будет у вас нормальный агрегатор такси. Спасибо большое. Да, ты. Так, музыку включай, говно. Ты ж говно. Ты почему боишься пойти на Украину? Потому что тебя Виктория. хуй отрежут. Виктория. Можно честно вопрос? Ты что думаешь, тебе хуй отрежут? Ага, ну ты же таксист. Чтобы вы там все сдохли. Видишь? Виктория. Почему ты меня зовешь Виктория? Ты То, что кто? вы сказали. Что вас зовут? Честно, вот я тебя вообще причурка. Я русский. Иди нахуй. Шутка ёбаная. Виктория, мы ждем. А что ждать? Что ты Мы ждешь? ждем, когда к вам приедет новый автомобиль. Или ты ждешь, пока я выйду? Ну, приедет новый автомобиль и, соответственно, куда вы уйдете, конечно, сядете в другой автомобиль. Твои мечта не заебала уже. Знаешь, поменяй отношение к людям. И твоя нищета тебя покинет. Виктория, А чё я ты вполне смеешься, нормально блядь? зарабатываю. Ты нищий. Я прекрасно Ты зарабатываю. таксист нищий. Ну, боже мой. Вызывайте такси. Ты нищий таксист. Вот знаешь, вот мне нравятся люди, которые другим плохо делают и думают, что от этого им жизнь будет заебись. Виктория, Нет. я делаю вам плохо? Да. Виктория, вы меня 500 раз уже оскорбили. Вот. Я сейчас попрошу вас выйти из автомобиля. Ты не сможешь этого сделать. Если еще раз вы... Смотри, ты делаешь другим людям плохо. Ну зачем вы мне От этого тыкаете твоя пальцем в жизнь не лицо? будет быть хорошей. Ты пойми это. Ты так и будешь всю жизнь на вот этом вот Мерседесе вонючем эконом-классе ездить. И ты, блин, поменяй это. Поменяй отношение к жизни. Угу. Ты будешь быть бизнесменом. Будешь, не знаю,
любым. Да, ну конечно же я подключу хорошего человека к заказам такси. Тем более, что речь идет не о какой-то очередной корпорации зла, чья цель высосать все соки из водителя такси. Речь идет о компании X-Car, друзья. Там решает не какой-то там непонятный территориальный менеджер, который постоянно будет депинговать с ценами и заставлять вас катать заказики за медальки. Здесь все решаете вы, водители такси. Вам всего лишь надо просто одночасье перестать катать компанию зла, ну, вы сами понимаете, на буковку «Я» называется, и большим коллективом водителей подключиться к X-Car, ведь здесь вы сами будете решать, какие тарифы устанавливать и на каких условиях работать. Здесь все создано специально для водителей такси. Короче говоря, ребят, вся дополнительная информация находится вон там, вот в описании под данным видео и в прикрепленном комментарии. Там же вы найдете ссылочку на приложение X-Car. Ребят, давайте вернем престиж профессии водителя такси. Добрый вечер. Да, Что я не так сделал-то? Я вот заказал в нужный адрес. Мне вот я сейчас с вашей службой поддержки разговариваю. Говорит, вы стоите, ну, то есть вы ждали у дома 21. А заказ на номер 19. Где стоит флажок? Вот здесь? Ну, я подъехал вот сюда. А вы здесь ждете вот... адрес. Нет, хорошо, адрес, давайте я вам покажу. Вот здесь ждете вы, а точка стоит вот здесь, правильно? Ну, кто эту точку туда поставил? Я не ставлю. Алло. Даниил, вот мы сейчас, вот, я уже нашел такси. Можешь алкоголь оставить на улице? Почему? Ну, в машине с алкоголем нельзя. Ну, нельзя употреблять, я же его не употребляю. У вас открыто, понимаете? Я уже закрыл. Ну, закрыли пальцами. А надо чем закрыть? Где это предусмотрено? Я еще раз говорю, можете закрыть, либо оставить. Крышка Дмитрий, или что-нибудь еще, пожалуйста. Хорошо, я сейчас закрою крышкой. Да, спасибо. Пожалуйста. Какая крышка у вас? Именно дубовая устроит или любая? Да мне без разницы. Любая крышка вас устроит, да? Да. Хорошо, сейчас я закрою. Спасибо. Пожалуйста. Вас такая крышка устроит? Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. Ну нет у меня другой крышки. Я же не думал, что вы вот направо. так вот скажете, что надо закрыть крышку. Поэтому не брал с собой крышки. Можете пристегнуться? Да, конечно. Спасибо. Алло. Да я ищу такси. Ну вот, пошел в сторону 21-го дома. Через 300 метров поверните направо, во двор. Ну, я не знаю, у меня что-то опять непонятки с Яндекс.Го. Ну, давай я сейчас, ну иди домой, я сейчас подойду. Сейчас здесь можно направо? Просто, ну, как бы 27-й дом, он стоит так параллельно вот это вот. Маршрут перестроен. Сейчас здесь налево, то есть мы к этому же дому подъезжаем. Поверните направо, а затем через Никуда 50 не надо метров поворачивать, поверните просто направо. можно прямо здесь остановиться. Пожалуйста. Так,
я вам должен платить. Спасибо за поездку. 129. Нет, 59 рублей мне прислали. Мне там со скидкой. Если что-то не так, ну, вопрос принципа. За что 129? Я какое-то ожидание вызвал или что? Сколько? Ну, 59 рублей. Ну, у меня скидка там была 150 рублей. Давайте я еще раз позвоню в вашу службу. Да. 59 рублей. Давайте я вам перечислю куда. Хорошо, смотрите. Хотите, Мне вот это 59 рублей мне вообще не надо. Просто дело в том, что я точку не ставил, правильно? Я тоже не хотел никого обмануть. Нет, не надо. Тут говорит, что обманывать. Я же не говорю, что вы обманываете, правильно? Точку ставите вы, я подъезжаю к точку. Нет, я вообще не ставлю точку. Я набираю телефон, они говорят, мы вас видим. Хорошо. Я говорю, хорошо. Нет. Они меня видят. 19-й дом. Я вот выхожу из подъезда. Еще раз, у меня есть такая функция, ну, в любом телефоне. Покажите водителю, где вы находитесь. Я показываю. Да. Водителя нету. Не приходит. Если вы показываете, где вы находитесь, это не значит, что я должен подъехать туда. Понимаете? Как такси? Это просто ориентировка, где вы находитесь, я поехал на точку. Это не значит, что если флажок стоит 300 метров от меня, ну, вы указываете в другом месте. месте. Если 300 метров от вас, тогда это маршрутное такси. Да. Я бы взял сюда, подъехал бы так. Все хорошо, до свидания. Эта поездка для вас бесплатна. Хотите, я все-таки там 59 рублей тебе заплачу? Не надо, у меня уже заплатили 279 рублей, так что все хорошо. Заткнутая бутылка вас устроила? Да, устроила, нормально. Мы уже привыкли, что летом основные скандалы связаны с кондеем в эконом-такси. Ну все, летний период прошел, и к такси вернулись наши любимые яжи-матеря. Они прям стали основным лейтмотивом сентября месяца. Такое ощущение, что они где-то там сидели на дачах и сейчас в массе своей вернулись в города и начали выносить водителям такси мозг. Нет. Если ты его не взял, значит мы его не взяли. Что, в туалет хочет? Не, писается. Не понял, вы смотрите, позвоните мне, вас посмотрите. Номер какой? 928. Там ребенок не писается, ничего, вы спросите, вдруг он в туалет хочет. Ну, даже слышал, он не спросит. Есть. Он не в памперсе? 0942. Ну, 0942.
меня он звонит. Так, на полу вообще. Охереть нужно, блядь. Теперь? 443 сумма. Где? Что? 443. Сумма где? 443. Где? Ну вот он, вы ее не увидите. Нет, подожди, сумма. Что? Детская. Что? 443. Приедем еще пока что меня проанализируют. Ну, допустим, мы договаривались, какой-то сумму не буду поплатить. С кем вы договариваетесь? Диспетчером. С каким диспетчером? Вчера детализацию мне покажите. 443 вот. Можно возьму? Ну, у меня нет, у меня Да, вы за рулем, как бы я, поэтому... Вот цифра. Детское кресло, я вижу, там плюс, как бы, это самое. Вот именно с вами очень долго крутит, прям очень долго. Что делаем? Крутим? Да. Это что значит? Едем? И? Каких? Так одна дорога всего. Да. Закусывать надо. Надеемся, поездку говорю. Пожалуйста, не остановитесь. Я открою. Все добро. И да, я понимаю, сейчас мне наверняка полетят подбузники от ешь матерей, но тем не менее, девчата, уже давно существует детский тариф, и вот так чудаковато слышать, что типа, блин, что нужно вызывать с креслом, или там я 100 раз так ездила, никто не возмущался, блин, ну реально, уже сколько лет прошло, а вы все продолжаете одни и те же вещи говорить водителям. Ну, другое меня удивляет, что многие еще в комментариях пишут типа, блин, Стрэндж, ну когда эти кресла отменить, что за чушь, либо там пишут типа, Стрэндж, достали эти таксисты, блин, почему они бесплатно не возят детские кресла? Ребят, даже объяснять не буду, я уже, наверное, на протяжении всего существования канала постоянно пытаюсь эту тему объяснить, да, чтобы дотумкали ежи матеря, почему так происходит, ну, видимо, блин, не судьба. Выходите из машины. Машину покиньте. Давай дальше. Мужчина. Покиньте машину. Так, это на сегодня тоже. Я вам нормально объясняю. Вам надо покинуть автомобиль. Вы сели сюда незаконно. Ну что вы улыбаетесь? Да мне без разницы. А вам надо быть человеком. Вы не человек. Но. Не самому неприятно вас смотреть, но придется. Ну, а вы на себя сначала посмотрите. Какой вы человек. Интеграция или тресс? Выходите из машины, я вам говорю. Покиньте автомобиль. Мужчина. Автомобиль покиньте. Ну хорошо. Ну давайте покажем. Автомобиль, я вам говорю, покиньте. Ну что вы здесь сидите? Дальше едем. А? Че сидим? Кого ждем? А? Поговорим. Давайте дальше.
Мужчина, я вам объясняю еще раз. Вам надо покинуть автомобиль. Молчите, пожалуйста. Вы не понимаете? Я покину машину, когда приедет машина. А я зайду на в каких службу. основаниях вы здесь сидите? Потому что я вам заплатил. Вы мне ничего не заплатили. Вы мне ничего не заплатили. Сидите молча. Где вы мне что заплатили? Да накатайте, что хотите. Я говорю вам, что вам надо. Я говорю, что вам надо покинуть автомобиль. Я не Секунду. покину автомобиль. Покинете, Не вы покину. покинете Нет, автомобиль. не Я вам покину. 100% Кроме это этого, говорю. я Вы сейчас- здесь незаконно я находитесь. сейчас вызову ГАИ, Вы и хотите вы сегодня угнать будете автомобиль? работать. Вы хотите сегодня не угнать? будете работать. Да мне без Я разницы. вызову сейчас ГАИ, Вызывайте ГАИ. Ева, Вызывайте. вызовите, пожалуйста, ГАИ, у нас ДТП. Номер машины, пожалуйста, возьмите вызванный Юбер. Ева, ДТП. Давайте, звоним ГАИ. Ну что, Давайте. повеселимся? Давайте Отлично. повеселимся. Всё, сидим спокойно, ГАИ Ну, едет. вообще без разницы. Сиди. Я-то сижу. Вот и все. Ну. Да, Я говорю, что вам надо да, покинуть да. автомобиль. Не, ГАИ сейчас приедет. потом Да мне без разницы. Вы покиньте автомобиль и вы потом ГАИ водитель. вызывайте. Вы будете Ну, подчиняться что? правилам дорожного движения. Сейчас приедет Ну, инспектор я правилам ГИБДД, и дорожного вы расскажете. движения. Со мной, может, не разговаривать. Да, да. Вы незаконно сели в мой автомобиль. Незаконно, я Сидите вас тут, вызвал. сидите тут. Бывает, И еще я вас девочек вызвал, вы вызывают. вас вызвали, Голос не вы кого-то повышайте вызвали, здесь. а потом вы просто сели в автомобиль повышайте и просто сидите нагло. На моем И еще ребенке мне голос грубите, не повышайте. хамите, понимаете? Вы просто Помолчите, вы пожалуйста. хамите, Мы ждем вы гаишников. при своем ребенке хамите, вы понимаете? Вы показываете пример своему ребенку. Да? Ева, вызвали ГАИ-то? Есть какой-то придурок. Ну, вот вы еще и оскорбляете. Вот я вас, считаю, что я вы вас, придурок. я вас, я вас Вы за, я оказываете вас услугу- привлеку. оказываете услугу вы, Вы не имеете права ненадлежащим оскорблять. образом. Понятно? Вы сидите здесь незаконно, и вы еще и оскорбляете. Ева, здесь какой-то Ну, да, невменяемый Ева, здесь человек сидит, Ева, вы говорит, разговариваете с каким-то, ну, вообще Вы непонятным голос не человеком. повышайте свой. Да с какой голос? Я нормально Какой? разговариваю. У меня Мерзкий громкий ваш. голос. Мерзкий У меня не голос мерзкий ваш. голос, у меня абсолютно Омерзительный нормальный голосок голос. ваш. А, это у вас. Да. Я просто человек, я при ребенке не Просто хочу человек. выражаться. Да сейчас тебя Одно- в полицию доставят, там в камере с тобой поговорим. доставят. Не Давай, тыкай да. меня здесь своим Да, телефоном, давай. дебил. Да. Мгм. Сейчас доставят. Сейчас тебя тоже доставят. Давай, давай. Да, за оскорбление. Да, да. Да. Давай, Да. давай. Давай. Хочешь мне, может быть, это? Ага, да. Хочешь? А хочешь я тебе? Сейчас тебе будет. А чё, Сейчас хочешь, тебе я будет. сделаю? Сейчас Давай. тебе будет. Подожди. Ага. Что там едет у нас? Да, пусть едет все. Все, отлично. Сейчас. Давайте. Семь, 9, 8. Вот посмотрите. Посмотрите, какой человек. Ну это я не знаю, кто, как его назвать. Посмотрите, он такой крутой чел. 7, 9, Сидит, 8, сидит нагло, уселся в автомобиль, просто 178 сидит регион. и диктует еще правила. Наехал И еще он. хамит, еще оскорбляет и угрожает. Вот посмотрите, вот этот человек, я не знаю, что это такое, но, к сожалению, вот такие люди у нас в стране. Вот такие, которые просто давай сидят снимай. нагло. Которые сидят Снимай нагло. меня. Смотрите, смотрите, дергается. А нападение я применяю самооборону, сразу Какое предупреждаю. нападение-то? Но если ты нападешь, я тебя предупреждаю, что я применю Написано, не самооборону. обращайтесь, вы Понятно? мне годитесь, Понятно? Понятно ты? в сыночки. Я тебе объясняю еще Давай, раз. давай. Только притронься ко мне, я Давай, применю я самооборону, притронусь, вот так понятно? тебе, понял? Понятно Вот так тебе? тебе. Я тебя Вот так сразу тебе предупреждаю. притронусь. Предупреждение вот записывается, Давай, понятно? давай. Давай, Что дергайся, Этот дернись ко человек мне. заехал мне Давай. на ногу, наехал. Сейчас Да. наехал Давай. на ногу. На ногу ждем. тебе наехали, ага. Ждем ГИБДД. Давай. Можешь Да. сегодня целый день с ними разбираться. Давай. Посмотрим. Че? Конечно, можно. просто есть, а мне нет. Номер машины доскажите. Мы здесь стоим, ждем. Посмотрите на это. Там игрушки. На это Ну, там существо. игрушки, а что там хочешь купить? Вот с ребенком сел, вы представляете, с ребенком сел и так себя ведет, и показывает пример маленькому ребенку. Это же просто невообразимо на самом деле. Это видео разлетится во всех пабликах в интернете. Вы станете звездой, я вам 100% гарантирую. Да, вы станете звездой, посмотрят на вас окружающие, как вы себя ведете в обществе.
Я прекрасно все. Ну, а если вы какую-то должность занимаете, я думаю, что таких, как вы, нельзя держать на должностях. Но и большой процент вероятности, что вы покинете просто. Да. Говорливый водитель, да. Но я не оскорбляю, в отличие от вас, людей. Но вы оскорбляете. Позволяете себе почему-то. Не, он не скрылся, вместо ДТП стоит. Самое интересное, что у меня есть запись вся. А лжесвидетельство — это тоже статья, я вас привлеку по статье за лжесвидетельство. Да вы вообще под кучу статей попадаете, вы даже не соображаете в юриспруденции, вы просто ноль. Вы даже не понимаете, что вы хотите сделать. Вот в чем дело. И мне смешно от того, что вы из себя корчите какого-то умного человека, но на самом деле вы не такой. Потому что то, что вы делаете, это полный абсурд. Это противоречит полностью всему законодательству. Вы не соображаете, вы не понимаете, что вы сейчас делаете. Вы против себя делаете то, что вы делаете. Вы меня оскорбляете, потом мне угрожаете, а потом еще лжесвидетельствуете. Вот и все. А это уголовная статья, если вы не понимаете, если вы смеетесь. А вам не поможет это видео, я распространю во всех пабликах в интернете. И поверьте, то, что вы делаете и сделаете, и у вас ничего не получится просто. Вы думаете, что вы царь зверей, что ли? Нет, вы не такой далеко. Поверьте, вы не пуп земли. Вы просто сели нагло в автомобиль, строите из себя непонятно кого, с ребенком, с маленьким. И еще при ребенке меня оскорбляете. Как мы назовем его? Посмотрим. Как назовем хомячка? Посмотрим, как сейчас будет. Расклад. Вот посмотрите, вот сидит крутой. Как назовем хомячка? Это не из нашего общества человек просто какой-то неприземленный, взлетевший в воздух. Папа, я быстренько спрошу, какая у меня это. Сейчас, вечер, сейчас мы уже выйдем скоро. Сейчас выйдете, да. Давайте полицию вызывайте. Я тоже вызову. Давайте. Давайте. Пообщаемся в полиции. Мне вообще торопиться некуда. Ну давайте, что? Давайте, я сейчас сам вызову. Мы уже вызвали. Ну, отлично, давайте. Поиграем с вами в юриспруденцию. Окей. Смотрим, что вы будете делать. Что будете говорить. Вы скажете, что вы нагло сели в мой автомобиль и просто сидите в Я нем? вызвал Юбер. Да. И что Юбер? Ну и что? Юбер вызвали. Подъезжай на их. Юбер вам отказал в поездке. Ну и что? Давай, черт, ГАИ подъезжает, выходит. А. Давай. Вы стойте здесь. Иначе мы укажем, что вы скрылись в ДТП. Ну, с какого ДТП? Вы наехали на ногу. Нет, да я вас снимать буду. Посмотрите, лезет в мой багажник. Багажник мой лезет. Вы заберете у меня сейчас. А что я у вас заберу? Я не пойму, вы говорите, Мои что я... вещи. Подождите, а почему Это это мои ваше? вещи. Это... Вы в мой багажник лезете. Так вы водитель такси. Вы в мой багажник лезете. Вы заберете вещи? Я не таксист. Нет. Я не таксист. Сейчас ГАИ приедет. Но. Пусть ГАИ приезжает, будем разговаривать. А в багажник мой лезть не надо. Вещи или нет? А в мой багажник лезть не надо. Отдадите мне вещи или нет? Здесь все в камеру Вы увешано. вещи-то отдадите мои. Мы сейчас с вами вызывайте полицию. Так она уж приехала. Вызывайте Вы вещи полицию. мои Ну вот отдадите? сейчас приедет Вещи полиция мои и будем отдадите? разговаривать. Вещи мои отдадите. Вы- Черт. Отдайте, Смотрите. пожалуйста, мои вещи. Смотрите, вот. Вещи ваши? Это ваши вещи? Да, мои. Но, а почему они здесь лежат? Почему Потому они? что вы таксист, я Но. вызвал вас в Ну, забирайте свои вещи. Можете забрать. Да, забирайте. Ну? Давай. Да, ГАИ ждем. Папа, это мальчик. Хорошо, пойдем. Стой здесь. Давай, иди, куда ты пошел-то? Так иди сюда, ГАИ вызови. Ну, Пойдем, дядя. давай ГАИ вызови. Сейчас. О, высокомерный, иди сюда, что ты? ГАИ ждем. Давай, пусть вызывает. Дружище, друг, не вези его по-братски, откажись от заказа. Я такой же водитель, как ты. Отмени по-братски заказ. ГАИ ждем. Ты просто знаешь кто?
Ну а что ты убегаешь-то? Ну что ты убегаешь? Я не убегаю. Да ты трус просто, ты понял? Ты трус. Ты трус, понял? Ты трус. Твоя жизнь это трус, понял? Твоя жизнь это трус. Черт. Черт, он знаешь, что сделал? Он просто сел в машину, тупо и сидел. Черт. А ты тоже мог этого черта просто не вести, просто. Кстати, о таксистах. Ребята, вот сейчас период мобилизации проходит. Как у вас с работой обстоят дела? Стало ее больше, стало ее меньше? Я тут недавно в тиктоках ваших смотрел очень прикольный такой, это типа видосик, я не знаю, как их назвать, в ютубе называется шортсами, где там баба говорила типа, блин, а кто нас будет возить, ведь все мужики сейчас поедут на фронт. Ну, где-то есть, конечно, логика, но мне почему-то кажется, что Киргизия это нас спасет. Любые деньги, Я на заказе. Нет, пожалуйста, я домой хочу. Я на заказе, у меня вот клиент. Стой, погоди, а можно я с вами вместе? Можно Там маску, ЖК. можно маску, заляжку, а мне до Зеленорода. Нет. Ну, там сам разбирайся, брат. Это не со мной. Я понял. Да какая разница? Просто Большая разница, вылези отсюда. Подожди. Подруга, ты что, не понимаешь, что ли? Вылези нахуй отсюда. Я не хочу с тобой ехать. Я хочу Ты домой. меня услышала, да мне куда ты хочешь. Вы матом ругаетесь. Я знаю, потому что я плачу за это такси. Вылези отсюда. Я тоже. Давай, косарь. Хорошо. Сколько вам нужно? Сколько там? Куда тебе нужно? Вам ЖК? Это где? Откуда надо отснять? Недалеко. Ну, пятихатка, походу. Давайте 1000. Давай 1000. Хорошо. Поехали, 1000. Едем или... Не знаю, подожди пока еще. Да, давайте едем. Нет, ты сначала дай 1000 человеку, водителю. Мне-то она не нужна. Что, она мне нужна, что ли? Успокойся. Меня сейчас довезут и тебя выкинут. Ты дай 1000. Почему это? Ну, в прямом смысле. Мы с вами взяли одно такси. Как? Какой номер у тебя такси? А ну скажи мне. Номер такси скажи мне, какой ты взяла. Давай быстрее. Ну блин. Время, деньги. Ты сможешь куда-нибудь? А, она снимает, короче, понял, видел. Ладно, хорошо. Тогда сделаем по-другому. Сейчас, подожди. Свет. Да иди своим телефоном. Ты что, дурная? Обезьяна. Вылези с машины. Не знаю, братан, сам разбирайся, давай, блядь. Ну, я заказал. Это обезьяна сидит вон, блядь. Что за клоунада? Клиент вот у меня. Ну, мне полицию вызвать? Да, вызывай, да, вообще. Ну, я заказал, у меня время идет. Значит, нажму в пути, чтобы у вас платное ожидание капало. Домой. Реально. Девушка, человек оплатил такси. Я тоже. Покажите заказ. Борис, сними сюда. Я-то вижу. Смотри, сними сюда. Видишь заказ? Сюда сними, говорю, заказ. Вот, сними, видишь мой заказ. Это моя машина. Вылези отсюда, женщина. Ну, просто едем уже. Ты нажми на ожидание. Зачем? Чтобы у вас платное ожидание капало? Брат, ну я ж не виноват, ну выкинь ее отсюда. Я не могу принять физическую силу, какая? Ну, блин, я тоже, не могу.
Я просто нажал в пути, чтобы с вас однажды не капало. Ну, блин, я тоже, блин, не могу. Я просто нажал в пути, чтобы с вас однажды не капало. Ну, блин, я тоже, блин, не могу. Я просто нажал в пути, чтобы с вас однажды не капало. Хорошо, поехали. Нам-то ехать недалеко, и куда-то. Да снимай дальше. Да, хуйня, видала? Сними на ТикТок. Я заказал такси, ты залезла сюда, обезьяна. И прихуй вообще мымра конченая. Еб твою нахуй завали. Я заказал машину, я за нее заплатил, ты залезла сюда. Ну катайся нахуй, молодец. В чем проблема нахуй? Посмотрите на вот эту мымру, которая катается на халяву. Базара нет. Я сейчас доеду. Да вообще, куда ты там заплатишь? За расплатишься. Сейчас я доеду до места своего положения. Не надо за меня расплачиваться. Я сам могу вполне расплатиться. У меня нет. Просто не надо было в меня ногой в глаз пихать, короче. Ну или как? А, ну получилось, вот видишь, а что, не снимаешь, да? Не снимала тогда, когда в тот момент ударила меня ногой? А, да, конечно, я вас била, но это... Ну, базара нет. Стандартная система, что... Какая? Я напиздарилась, и идите вы все, да? Други мои. Человек, который сейчас с нами... Кто, я что ли? Или водитель? Водитель здесь вообще ни при чем. Я... Подожди, я заказал такси, вот есть, я показал, все, вот у меня есть, вот реально, блядь, у меня есть, вот, мы вот едем, все, я за него заплатил, за это такси, ты залезла сюда, не надо за меня платить, ты че, успокойся, блин, я что, нищеброд что ли какой-то, блин, успокойся, я могу кататься на такси по Зеленограду до утра, а потом завтра еще до вечера. Ну как бы успокойся, нет, не надо за меня платить. Просто так делать тоже не нужно. Если бы ты могла за себя заплатить, вызвала бы себе такси сама, правильно? Логично же? Вызвала бы себе такси и спокойно каталась бы, ну раз ты можешь, раз ты в силах своих. А вот сейчас я сейчас доеду до точки своей. А я нет, я сейчас доеду до своей точки, ну, до своего пункта назначения, где у меня стоит, куда я оплатил, блин. А там ты уже разбирайся сама, ну, то есть, что я, блин, драться буду с тобой, что ли? Мне надо было направо. Если б... Ну, все, вот видишь, ну, я живу в середине Москвы. Мы едем в Москву. Да все, ну теперь едешь со мной в Москву. А что делать? Совсем что нахуй? Я тебя сейчас наебу. Слышишь, обезьяна нахуй. Придурок, блин. Тормози. Я сейчас ее выкину. Ты обезьяна или что? Я не пойму, кто такая? Да иди тут, кто такая, блядь, вообще? Сука, гнойный! Отвали! Я тебе сейчас ногу сломаю, ты кто? А ты кто? В смысле ты кто, блядь? Сука! Гнойный! Подержи, пожалуйста. Параша, а? Ну, сука. Сюда, блядь. Самый тип, блядь. Ты что, попутала что ли или что? Ах ты вообще охуел! Меня бить нахуй! Да каких нахуй ментов? Иди отсюда! Машины! Нахуй! Я тебе нахуй на... Ты попутала что ли? Обезьян! Вызывай ментов! Вызывай ментов, пожалуйста. Езжай, заканчивай. Вызывай ментов, пожалуйста, вызывай. Я майор милиции. Вы... Ага, майор. Вы... Ментов. Заканчивай у меня поездку. Нет. Да нет. Куда ехать? С этой обезьяной? Нет. Вызывай милицию. Давайте на отдел полиции могу вести.
Может, отдел полиции? Давай, давай. Да! Давай, поехали. Запись видеорегистратора в салоне тоже идет. Ну, ты видишь, она что творит. Где вас отдел полиции? Да я откуда знаю, я думаешь оттуда что ли, блин? Ой, зато я знаю. Молодец, ты там походу была постоянно. Потому что я там работаю. Походу сюда села, блин, вообще не пойму. Давай, бля, завези вон до точки назначения. Ну а чё, кого? Высадим. Нет, мы его не отпустим. А, не отпустим, ну ладно. Давай. Ты отсюда не уйдешь. За что мне такое под утро? Ты отсюда не уйдешь, понял? Давай, вот на разворот, здесь меня высадишь. Нет, ни в коем У меня клиент вам. Ни на какой разворот мы не идем. Мы едем до отделения милиции, как он сказал. До отделения полиции я вас заставлю тоже. Вот, отлично. Ты рыгаешься, а? Поехали до отделения. Раз такой умный. Все такие бороды. Поехали до отделения. Блядь, закрой ты рот свой, а? Ну как, чё? Давай там, покажешь им свой большой блок. Да, все, да, покажу, конечно, в чем проблема, Конечно, блядь. сейчас покажешь. Не мне, а всему отделению. Ты что, Конечно. блин, супер Да, вот здесь, на Березовской, тормози. Нет, нет, мы здесь не тормозим, там нет отделения. Стоп! Стоп! Ну Туда и вот это... здесь тормози. Нет! 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 Здесь даже отдела нету. Всё, Ты его давай, брат. здесь оставишь? Здесь нет отдела, он тебе даже... Вот эту обезьяну вези в Пошел отдел. ты, блядь! Здесь даже нет отдела! В отдел я вас заставлю. В смысле, куда ты его отвез? Туда, куда он заказал такси. Он клиент мой, не вы. Вы сели в машину, не оплатив. Да я тебе 150 тысяч раз оплачу, но это... Блин, в смысле, это даже не... Это... Как? Вот так это работает? Да вы что, гоните, что ли? Блин, он даже не в отдел, он никуда не приехал. Включитесь, я посмотрю. Я не могу найти даже свою обувь, блин, в своей машине. Нет, ровная укроссовка, блин. Нашли? Вали, блин. Посмотрим запись видеорегистратора. Как вы себя вели?
ко мне какие вопросы? Вы такси заказывали? Вы его не заказывали. Человек, который заказал, он туда доехал. В смысле? Мужчина заказал. Я это такси оплатила. Где вы его оплатили? У человека в приложении заказ. Где мой дом, блин? Куда мы едем? В отдел полиции мы едем. Какой в отдел полиции? Я домой хочу. Я вам сказал, что мы едем в отдел полиции. Блин, я домой хочу. Нет. Останови, блин. Ты в смысле, какой отдел полиции? Руки не распускайте. Я домой хочу. Я устала. Я домой хочу. Ну что пиздец происходит? В смысле, куда вы? Какой полиции? Я спать хочу, я домой хочу, я устала. Остановись! 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 Остановись, сказала! Остановись, придурок, нахрен! Сказала, остановись! Где вы? Где это? Сейчас вам ногу сломать. Где мы находимся? Остановись! Мобилизация. Канал «Странная жизнь» всегда пытается соответствовать трендам. Ну, в свое время мы выпускали целый цикл видео по касаемо ковидных времен. А сейчас мобилизационные времена. Поэтому, ребят, если вам интересна эта тема, то у нас есть уже целый плейлист, посвященный безумию во время этого тяжелого периода в России. Если ты его не видел и видосики оттуда, то вот ссылочка на этот плейлист болтается где-то там, наверху экрана. Кстати, там весьма интересный видосик. Алло. Алло, здравствуйте. А подскажите, а вы где? Я вас не вижу. 81, корпус 1, с торца стою. Торца это где? Ну вот, торца это где кафе? Вот я стою, где кафе Тапки. А вы туда внутрь заехали? Или где торца? Нет, вовнутрь меня не пустят. У вас вот, когда вы заказывали через приложение? Да. Ну там есть стрелочка отображается, машина где стоит. Я вам как объясню? Где, с какой стороны? Хорошо, мне вас здесь теперь ходить искать. Меня не нужно ходить искать. Вы поставили точку, я к ней подъехал. Вы, соответственно, смотрите в приложение. Я точку не ставила. Не, я точку никого не ставила, только забила адрес. Вот. Точки я не ставила никакие. Вот. Забили адрес, получается, я подъехал к адресу. Да, вот здесь вот дом, вот и где конкретно вы? Где вы можете обозначить, чтобы я хотя бы знала, куда мне подойти? Дорога передо мной Вавилова. Дорога. Да. С левой стороны получается вот это вот здание, как раз 81, корпус 1. Все. Пойдет так? С левой стороны. Да, с левой стороны. Я уперся в Вавилова, получается. С левой стороны у меня вот это вот здание. Кафе Тапки далеко от вас? Я, если честно, ну по таким местам не хожу, я не знаю, где они там, Тапки, сланцы. Кто рядом с вами? Вы мне можете объяснить? Дом достаточно длинный. Я вот стою со стороны Тапки. Где вы стоите? Я не знаю. Вы можете сказать, какой-то там, что-то как-то обозначить, чтобы не знать, куда идти? Я стою перед дорогой Вавилова. Улица Вавилова. Вот я иду вдоль Вавилова дороги. С левой стороны, я иду вдоль Вавилова. С левой стороны у меня здание. 81, корпус 1. Так, с левой стороны у вас здание. Да. У вас просто обозначен подъезд 3, поэтому он и повел во двор. Где там Тапки какие, я не знаю. Я тогда так понял, это какой-то комплекс торговый. Так, какой у вас номер? 609. 609. Да. Это вот сейчас вот передо мной вот автобус на противоположной стороне синий. 153. Поняла. Маршрут. Это вы уехали в конец аж дома, а я вот аж в том конце дома, с другой стороны. Я поняла, напротив, где вот я только увидела синку. Вот здорово, когда заказывали бы еще, понимали это, было бы вообще шикарно.
что, когда я заказывал, снимал, должна понять была. Ну, у вас подъезд просто указан, поэтому во двор и повел. У меня подъезд не мог быть указан, я ничего не указывала. Девушка, ну вы же уже нашли меня, ну подходите тогда, да поедем уже. Вы считаете, что вы стоите возле дома Вадима 81? Ну да. Здорово, конечно, что вы так считаете. Первый раз я сюда Так вот, раз в 2 недели приезжаю, все девушка, так, останавливаются. подождите. Так, мы сбрасываем, да, вы все поговорили? Вот дом, а вот ваша точка, подъезд 3. Повторяюсь, точку. А Вот. теперь я вам говорю, а вот теперь я вам показываю. Давайте что у лучше меня. поедем. Вот смотрите. Даниловский вал. Вот видите? Вы видите где-то мой подъезд? Это мой заказ. Ну, Ну, вы видите подъезд? это ваш телефон и ваше приложение. Вот А вот именно. мой телефон и мое приложение. Вот и разбирайтесь с Яндексом, а не со мной. Я никаких точек Я с вами не ставлю, собираюсь и подъезда разбираться. тоже Мы едем? Здесь не указано. Едем. Слава богу. И так бы и сказали, что проедьте с другой стороны здания. Я же вам объяснил, Мне с левой надо стороны. понять, где вы находитесь. А Я у вас в понятия приложении не там имею, же что вы этот здесь. крестик этот, стрелочка нарисована. И что? Вы думаете, я должна теперь понять, где вы? Откуда я знаю? Тоже вот. Удивительно. Так как вам объяснить тогда? Передо мной дорога, слева Ну, потому здание. что вы уже даже, можно сказать, что не стояли возле Вавилова 1, корпус 1. Вы уже стояли где-то вот возле Вавилова 81. Между Вавилова 81 и Вавилова 81, корпус 1. Вот так бы, если бы вы мне сказали, еще можно. Настроение плохое. Конечно, извините меня, я вас обыскалась уже. Мне Ну, теперь прям- что, вот за ожидание будут насчитывать, что ли? Хотите, я вам верну деньги за ожидание. Вот прям сколько покажет, я вам все до копеечки отдам. Могу даже сверху, только на шоколадку. На гормон счастья. А? Хотите? Вы знаете, у меня с этим проблем нет. Так я Гормон вижу. счастья. Я поэтому и предлагаю. Зачем мне предлагать, если вы видите, что у меня с этим нет проблем? Я сейчас перед вами, пассажир был, девушка с отцом. Врачи что-то там на химии. 513 уже рублей. Вот с какого рожна? Девушка сейчас Вот отца отвозила я в больницу. буду платить 400, вот сколько у меня там было. Да без проблем. Можете вообще не платить. 425. Можете вообще не платить. Я вас просто Нет, довезу. вас Только не вы надо успокойтесь, меня. я вас умоляю. Не надо Я вам меня сейчас так. историю рассказываю. Вот перед вами девушка везла отца на проверку медицинских там вот этих всех вещей. То есть, ну, в организацию, которая проверяет, правильно ли лечили ее отца. Лечили так, что человек разговаривать просто перестал. И ходить, двигаться, он просто как овощ. Вот горе, вот это печаль. А вы не нашли машину, да и отказались бы, заказали бы другую, да и все. Ну, а что вы? Хотели просто поругаться со мной? Ну, поругались. Легче стало. А знаете что? Я, наверное, думаю, вот вы меня чуть дальше остановите, я выйду и закажу такси. Ну, а чтобы видосики никогда не заканчивались, я хочу попросить вас, что если вы вдруг стали свидетелем какого-либо безумия, скандалов, конфликтов, драк, в конце концов, и без разницы, где бы это ни происходило, на улице, на даче, в подъезде, в такси, в метро, в самолете, да хотя бы в окопе, то главное, ты умудрился это все заснять на свой телефончик, то ты знаешь, куда надо высылать, а все контактики ты найдешь вон там вот в описании под данным видео, либо в разделе о канале, как это ни странно, на канале «Странная жизнь», и пусть неадекваты станут звездами. 54. Вот куда вам диспетчер заказал. На ту сторону, на ту остановку. Ну, блин, Я она неправильно поняла. Там наверное, стою, да? вас жду. Ну. Пристегнитесь. Ладно, бывает в жизни огорчения. Ну, это бывает. Брат, ты извини, сейчас отдохнем мы с вами после рабочим перегаром. Сколько она сказала деньги? Сейчас вам скажу, сколько у меня здесь написано. Почем? 214. Сколько? 214. 200? Тормози, нет, я не поеду. В смысле? Вот написано 214. Нет, тормози. Мне такие деньги. 100 рублей.
А нахера вы тогда заказывали такси? Джон, сколько сказала она тебе говорила? 100 с чем-то сказала. 100 с чем-то она говорила? 214 же, вот сейчас вам. Нет, я тебе сотый год дам. Вот, Нет, 214. нет. Да ладно, Тимур, отдай. У меня нет 214. Есть у тебя? Я не поеду за так. А обратно как не поеду? Я тебе отдам. Ты мне сегодня деньги нужны. Отдам я тебе, что ты? Все Сотка, нормально. братан. Нет, я не пойду. Оставляй где хочешь. Нет. Я с ней поругаюсь. Мне, конечно, насрать, с кем вы там ругаться будете. Я вас выложу в YouTube, то, что вы заказали такси, блядь, оплатить не хотите. Вам цену все указано. Джон, ты сказал 100 с чем-то там было. 214 рублей написано, четко. Джон. Цена вам была указана. То, что диспетчеры не дослушали, это не мои проблемы. Идите. Ну ты уж выкинь куда-нибудь на остановку. Вообще я вас довез уже до половины. Могли бы хотя бы рассчитаться половину. Вот так, друзья, не Тема с возите. мобилизацией все никак не может покинуть кукушку Стрэнджа. Ну, вот странный он человек. И, ребят, мне вдруг стало интересно, а вот если вы были в России и покинули ее из-за мобилизации, сейчас смотрите данный видосик из любой другой точки мира, напишите, где вы сейчас находитесь. Ну, прям реально интересно, как много вас и где вы все-таки сейчас по большей части обитаете. И, кстати говоря, про то, как люди наши покидали страну, у меня тоже есть видосик «Безумие на таможне». Ссылочка на него все так же где-то там, наверху экрана. Ладно, у меня вроде уже следующий заказ. Со мной домашний питомец в сумке. Слышали? Ну, плюс 200 рублей сейчас напишу. И, пожалуйста. Это платная услуга, плюс 200 рублей. Поедете? Молчит, как рыба об лед. Ладно? Здравствуйте. Плюс 200 рублей услуга стоит. А? Плюс 200 рублей услуга стоит. В смысле? Прямого перевозка домашнего животного. Я вам написал, вы не прочитали. Да, потому что я, наверное, собиралась, выходила. Вы мне написали, я вам ответил. Вы не прочитали просто. Ну, здесь нету функции в Uber, чтобы выбрать перевозка животного. Такая услуга, 200 рублей. И как она оплачивается? Она выбирается в Uber. Плюс перевозка домашнего животного. Стоит она 200 рублей. Тут не было такого. Ваше решение, девушка, я вам озвучил. Ну, едем. Можете позвонить в Uber или в Яндекс и спросить. В Яндексе это есть, в Uber этого нет. Ну, поэтому вы выбираете Uber, что ли? Может быть. Поэтому, чтобы не платить. Ну, тут ехать 6 минут. Хорошо, девушка, до свидания. Мы, наверное, не поедем просто, да и все. Вы же специально это делаете, выбираете по Uber, чтобы не платить. Но там же нету этого, Но правильно? А зачем вы работаете в Uber? У нас услуга. Плюс 200 рублей. Ну, не вы хотите? спешите с карты ее? Нет, я не спешу с карты ее. Ну вот спешите ее с карты. У меня Нет, нет я не смогу списать ее с карты. Ну я же не виновата. Все, мы дальше не поедем, девушка. Поездка окончена. До свидания. Хитрожопые, да? Такая вот история. А я постою, отменю и получу. Я уже спрашивал в одном из прошлых выпусков о том, сколько, вот, по мнению водителей такси, они должны зарабатывать в день. Ну, чтобы поездки стали безопасными, они не перетруждались, там не работали по 12-16 часов. И вот вдруг мне стало интересно, вот есть же другая сторона, пассажиры такси. Ребята, вот вы вот напишите в комментариях, готовы ли вы платить больше за такси, ну, при условии, что будете уверены 100%, что водитель сидит за рулем, ну, не более 8 часов, ну, максимум 10, если
если брать европейские стандарты. Ну и, соответственно, будете 100% уверены, что они проходили предрейсовый осмотр, там технический осмотр, не то, как сейчас, это 100% из 100, это все бумажки распечатанные на месяц вперед, а вот прямо реально, чтобы все полностью соответствовало нормам, и вот чтобы вы вот сели или отправили свою там, не знаю, дочку, жену, подругу и не переживали, что там водитель будет неадекватный, там размотается где-нибудь на встречке и так далее. Готовы ли вы за это платить больше или нет? Я вам еще раз говорю, бывает водители не видят просто. Ок, напишите все, я пойму, что вы видите сообщение и приедете. Просто. Сложно ответить, что вы видите сообщение? Просто отвлекайте, не надо много писать, девушка. Один раз писали, все, я видел. А Зачем? я откуда знаю, видите вы или нет? Ну, сообщение приходит, как не видит человек. Просто я по Есть навигатору такие, работаю. которые не видят. Поехали, пожалуйста. Все, диалог закончен. Не надо настроение испортить. Зачем-то? Ждите, заказали, ждите, все, машина подъедет. Я вам еще раз говорю, бывает водители не видят. Видит просто. Ок, напишите все, я пойму, что вы видите сообщение и приедете. Просто отвлекайте. Вот по навигатору я езжу, да? Все. Это неудобно зайти, отвечать вам. Один раз писали, все, не надо больше писать. Зачем отвлекать водителя? Я не понимаю, 2-3 минуты подождите, все, ничего не будет. Мне важно, обратная связь была, чтобы увидели. Вот это поворот! Потому что точку показывает, Важно, показала все, во дворе. писали, я еще раз говорю, все, не надо зачем? больше Давайте не будем писать. разговаривать, вообще не разговаривайте со мной. Чего вы меня заводите еще больше? Просто испортите настроение. Так вы мне орете на меня, что я вам говорю, вы едете, меня не не едете. слышите. Заказали, все, ждите. Вот когда закажете, точка у вас указана, все видно, не надо писать. Все, хватит, я вам сказала уже. Я вас услышала. Не хочу с вами Здесь, да? Пожалуйста. До свидания. До свидания. Ну, пожалуйста, в следующий раз не пишите. Так вы отвечайте, как не писать? Ну, Я постоянно езжу, мне нужна обратная связь. Вот Человек, вы меня не слушаете? Я... Человек приезжает во двор, а я говорю, вы что не прочитали, я вам написала. Он говорит, так мне некогда читать. Да ладно, да ладно. Да ладно. Или мне там залазить надо. И мы время теряем. Вот и раз все. писали, Поэтому все. Просто напишите, я вижу, что я вы там, видите сообщения. заказ. Есть водители, которые их не видят, понимаете? Ну, я ведь не, не знаю, увидели вы или я нет. лично не такой. Я знаю. Пару лет назад у меня уже была дискуссия с одной милой тетенькой на тему вот, типа, вот, что цены должны такси быть дороже. И она мне объяснила, почему вот она считает, что нифига подобного. Она сказала, что вот есть сферы, где вот в принципе люди должны идти, ну знаете, как учителя, там, медики. Она вот сравняла учителей, медиков с таксистами, сказала, что таксисты такие же, как они должны, по сути, не должны много зарабатывать, это не работа, это призвание, и типа, ну, это их вклад в общество наше российское. И она сказала, что в принципе, когда я у нее спросил, а вы понимаете, что это риски, да, ну, то есть водителям приходится много работать, вот уснет он, вы и не доедете, ну, как бы, ладно, хайт, то, что в Москве вы можете проехать за 140 рублей, и это считается, типа, нормальным, но это же небезопасно. На что она сказала, что, блин, Стрэндж, ну, что ты мне там грузишь? Типа, я лучше буду заплатить мало, и при этом осознавать, что есть риски, что водитель там меня изнасилует, ограбит, ну, либо уснет и выйдет на встречку. Типа, это оправданный риск. Убейте меня, я не понимаю вот женскую логику.
платное нас не надо? Что, мне не закрыть? Показывал, по-моему, по платной, да? Да. Так, а если не по бесплатной дороге, сколько там проезд по времени? Там пробка. Пробка по какой? На Московском шоссе. Ну, мы же можем через Пушкин. Там переезд. Понимаете, у вас, если вы хотите, чтобы мы поехали по бесплатной дороге, поменяйте, пожалуйста, конечную точку. Мы поедем по таксометру. У меня точка вообще не приведена. Ну, смотрите, вы выбрали опцию проезд по платной дороге. Я выбирала. Ну, а почему у вас? Не знаю. У вас? Вы... Мне не надо по платной. Хорошо, поменяйте в конечную точку, мы поедем по таксометру. У меня конечная точка метро Купчино. Поставьте ее еще раз. Мы поедем по бесплатной дороге, будет считаться весь маршрут в пути. Зачем это я сейчас буду платить еще? Сейчас А подождите, вы выбрали платную дорогу, потому... Я первый раз еду с таким таксистом. В смысле? Ну, в смысле? Понимаете, как бы я работаю от того, что мне просчитала программа. Я должен ехать по тем маршрутам, либо вы меняете... Нет, вы знаете, я не первый раз езжу на такси. Ну... Всегда мы выбираем, либо мы едем по платной, либо мы едем по такой. Не надо мне говорить, как будто я первый раз родилась. Ничего тут не меняется. Вы выбрали проезд Я по не выбирала проезд. А как он получился? Не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Это что это? А кто это сделал? Это что? Да, а кто это сделал? Ну, вы же владеете приложением, не я же. Владею, у меня нет такого. Я не хочу ехать по платной. Вы не хотите ехать по платной дороге, но вы изначально выбрали эту опцию. Я не выбирала эту опцию. Я выбрала мне доехать до метро Купчино. Все. В чем вопрос? Вы выбрали эту опцию. Проезд по платной дороге. Знаете, давайте мы с вами распрощаемся, а то у нас конфликт начинается, и вы закажете машину другую и выберете все правильно. Во избежание каких-либо дальнейших развития конфликтных ситуаций. Отмените заказ и закажите машину по новой. Я даже с вас не буду брать за вот этот вот кусок проезда. Там есть внизу отмены заказа. Кстати, на тему заработка. Сейчас, сами понимаете, тяжелое время, многие остаются без работы. И, кстати, вот один мой знакомый хороший решил подключиться к Яндекс.Такси, к тарифу доставка, типа поработать, пока там пересидеть тяжелое время. Короче говоря, он ленивая задница, но тем не менее, вот последний раз, что он мне писал, он сказал, что заработал больше 4 штукарей за, в районе 10 часов работы. Ребята, вот с одной стороны, это, конечно, вроде и много, а с другой и 10 часов. Короче, напишите в комменте, как вы считаете, для тарифа доставка на своей машине 4 куска это нормально или не очень? Нет, здравствуйте, с пивом вообще никак. Да я пить не буду. Куда вы с сигаретой сели? Мне без разницы, пить будете вы или нет. Я с пивом не поеду открытым. Что мне надо сделать? Убрать его. Куда убрать? Я убрал его, вот, все. Оно прольется и дальше. Не прольется, я его не пью, ничего. Не вариант. Ты что, моросишь, что ли? Кто моросит? Да хватит вам, и что, блин, Послушай, я его не пью, ничего не делаю, я еду. еще раз говорю, в машине с пивом не ездят. Мне что, банку пива сейчас выкинуть, чтобы поехать? Вызовите другого дебила, который повезет, и все. А при чем В смысле другого дебила? Ты я что, не себя вожу за с дебилом, открытым, за пивом. дебила себя считаешь? Считаю, Ты говоришь, другого дебила вызови. Значит, я сейчас дебила вызвал. Дебила. Ты так Я разговариваешь. не разрешаю вообще. с пивом. Я говорю, его никто не пьет. Я сказал, Тебе за это пивом. деньги плачу. И что? Вы его прольете, у меня Я его химчистку не оплатите. пролью, говорю. Когда я пролью, потом ты будешь за это говорить. Я еще раз говорю, чтобы не было инцидентов, я поэтому не пускаю с пивом. Что непонятно? Ты нормальный вообще человек? Я нормальный. А? Я Я нормальный. сомневаюсь, что ты нормальный. Ну, сомневайтесь. Да, ты чё в открытая натуре, просто бля? была, да, банка уже дома сидели. Мы Ну, я дома понимаю. сидели, послушай Я меня, еще раз меня говорю. ждет человек, у меня время нету, я обратился в такси, отправили тебя, я ее не пью, ничего не делаю, не гажу, не хамлю. Хорошо. Поехали, Стоп, 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 пожалуйста. стоп, стоп.
Если проливаете, оплачивайте химчистку. Конечно, Всё? конечно. Всё. А если не проливаю? Ну тогда расходимся на доброй ноте. Да? Счастливые. Ты какой-то неправильный человек. Почему неправильно? Наверное, переливали, да, здесь уже? Не, я просто А щас никогда тебе с объясню, пивом. Я с почему пивом ты никогда не неправильно. разрешаю. Ты, короче, если я разолью пиво, хочешь с меня поиметь, правильно? Ну вы мне машину А если засыпали. я его не разолью Ну это ж и ваши доеду проблемы, нормально, это не мои проблемы. ты ничего не хочешь от себя как бы поставить? В смысле Ну поставить? не знаю я. Ну ты ж с меня 700 рублей хочешь поиметь? Ну ты тогда Почему мне 700? такую банку пива купишь. Это к чему сейчас вообще такие Ну, разговоры? ну а? это ж у тебя сейчас спор пошел со мной. Ну это мое имущество. Да я понял, что твое Если имущество. вы его Я сказал, испортите- если я тебе нагажу в твоем имуществе, а так я за такси плачу деньги. Ну, а если Так она это не не входит в разольется, стоимость. подожди, если она не разольется, ты мне тогда такую же банку купишь пива. На каком основании? На том, что ты проспорил. Ты да закройте тему, короче, едем. Даже чуть ли не выгонял меня с такси сейчас. правильно. Ну, чё, ну? Правильно все. Чё, ничего неправильно. Правильно. Я же деньги плачу тебе, правильно или Ну, я неправильно? еще раз говорю, люди Нет. разные бывают. Если бы сели и сказали, я за пиво и пиво, если я проливаю, я оплачу. А я тебе Мы изначально все- мы так сели сказал. бы. Послушай меня, я изначально тебе сказал, не я за было. это отвечаю, я его не пью. Я его просто Вы сказали держу. просто, что вы его не пьете. Если бы вы сказали, что вы оплатите... Я тебе сказал, я отвечаю за это, тебе что За что недостаточно? оплачивать, если еще не развели? Ну просто я же говорю, как бы лучше Я ж тоже ситуацию поэтому и я тебе говорю тоже. предугадать, чем Я- потом стоять моросить. Никто не моросит. А что я говорю? Я если сказал, я ну, нормально все. Ну значит нормально. Ну просто вы сами понимаете, сейчас пиво если прольется, это все, это надо ехать мыть сразу химчистку. Да никуда потому мы не что поедем, никто ничего вонь не прольет. от пива это такая Ну вещь, ты банка которая... пива с тебя. Банка пива с меня? Да. Ну да, а чё нет? Ну чтоб Не. честно было. С Да меня это не 700 честно. рублей, а с тебя просто банка Не, пива. ну если вы мне 700 рублей дадите, то без Не, проблем. ну тогда мне надо здесь налить. Тебе дать 700 Если рублей. нальете, это 3000 будет стоить. Нет, мы же добазарили сейчас только за 700. Не, мы не добазарились. Как нет? Ты мне сказал, 700 рублей доплачиваешь, если прольешь. Нет, я говорю, вы химчистку оплачиваете, если прольете. А химчистка стоит от 3000 рублей. Вот, то бишь с меня 3000. А если я его не проливаю, с тебя всего лишь 170 рублей. стоит, почистить. Ну это еще такая лоховская, скажем так. Нихуя, блядь. Если делать полностью 36 салон, дробь 10 нам надо. полностью салон около десятки нормально почистить стоит. Ну, да, это с щас пластиком, дорогое. Это с полами, с потолком. со всеми делами. За такие деньги. Аж хочется Дороговато, банку, слышь, что, Джон? Аж хочется сейчас банку уронить. Нет, уронить ее в салоне. На десяточку полинять. Ну, не, ну, видишь, ты несправедливый. Вот, ну, недавно я ехал, я в городе живу сам. Я такси заказал, он ты там не курят, там, я говорю, подожди, Дяхан, послушай, ну я плачу деньги тебе. Ну, вы не за это платите, скажем так, изначально. Что? Вы платите за то, чтобы вас довезли. Такси С это что? комфортом, Такси правильно? это что? С Общественный комфортом. транспорт. В общественном транспорте запрещено что? Пить, Подожди, курить. с комфортом, чтобы Всё. меня довезли, правильно? Нет, комфорт это кондиционер, есть соответствующий тариф, Нет, вы вот там уже- можете музыку свою поставить. Вот это опции комфорта в такси. Все, что вы думаете, что это комфорт, это не комфорт. Да И это нет, в стоимость не входит никак. А сейчас уже нету такого для курящего, для некурящего? Нету такого уже. Сейчас все салоны в основном не курящие, потому что многие возят детей. У себя, если личная машина, тем более никто не курит. Слушай, вот от этого адреса потом А я Локомотивная разговариваю, я далеко? тебе сейчас перезвоню, Зай. Без понятия. Я тоже Да, городской, поэтому я по Шпаковке редко катаюсь. Вам к подъездам же, да? Давай я сейчас наберу им. Ну вот этот дом 36/10. Где? Ну вот этот, куда мы заехали. А ну.
Вам же Шпаковки гуглили надо было, не в Ставрополе. Да, ну вот, значит, здесь. Полтинник есть? Да нету. Подожди. Она хватит, 100 рублей же хватит. 250 его слушай. Чего? Сколько? Как 250? 150 рублей она мне сказала. 250 рублей. Да До не, сюда, какой, до сюда. блядь, от Шпака до Суды 250 Да рублей. это Да, чё, Ну не, вот смотри, Да, 2,6 километра. Время в пути 7 минут. 7 вот минут, по 250 счетчику. рублей. Послушай, счетчику. 150 рублей мне сказала она. Кто вам сказал? Оператор. Да не могла она вам Слушай, сказать. а У нас 250 поездка рублей по счетчику. Звони оператору. Ну позвоните, куда вы заказывали. Я не пойму, что за такси такое. Подожди. Это я не вот Максим, это не Яндекс, это Да я такси не знаю, нормально. я заказал 6 шестерок. Это Нормально, не вы не нормально. 6 шестерок За заказали. 200 6 шестерок, я вот звонил. Это такси везет, называется. Ну везет, Я не таксомет, знаю, щас, по-разному оно подожди. называется. Кто через какого оператора дозванивается. Алло, я вот Поездка, заказывал у вас такси, На ко мне группу прислали таксист. На группу поставь. Сказали 150 рублей от Шпака до Гоголя. Мне таксист говорит сейчас 250 Подожди, рублей. Подожди, пускай он скажет. Мне оператор По сказал, счетчику стоимость будет 150 рублей. По счетчику оплата у нас. Ты Да. послушай, если до города Дверь- ехать, тогда дверцу это закройте. сколько, бля, ебать? Это что за так? Дверь прикрой. Я не знаю, у меня 150 рублей, мне сказали, 150 рублей я плачу, больше у меня нету. Вам не могли Да сказать мне так чисто сказал физически? оператор, когда я звонил Вы можете сюда. заказывать. Я вот вчера на Гоголя вызывал, Вы а можете- Шпака на, как ее? Короче, я не знаю, вот 100 рублей держи, у меня Аква- больше. Да в смысле с Акварелька. меня с 250 рублей комиссия спишется? У меня нету больше. Ну а я что Да, сделаю? Давайте что так? садитесь, я вас за 100 рублей обратно отвезу и все. Куда? Ну а как? Ну-ка откуда взял? Приехал сюда. За 100 Да это рублей? ебать за 200. Вот 100 рублей хочешь, Дяхан, бери, хочешь, нет. Хочешь, милицию. Сказали 150. Да вам не могли сказать Да мне вот 150 они рублей. сказали, да ты думаешь, я такой за 100 Ну а за я что, долбоеб, 250 я рублей первый раз ехать? езжу. Я ну. бы сел на маршрутку и приехал. Смотри, зачем ты дверью хлопнул? Не, брат, 250, Не. что-то я... Что за такси? Вы вызвали, может, несколько машин, я не спорю. как Я это приехал если одно, по самое первое одному такси я приехал. Вот у вас поездка 256 рублей. В чем проблема, блядь? Да, оплатить? денег нет. У меня Поездка и такая по счетчику. стоимость, ебать, брат. Смотрите, вам охота, блядь, лица свои светить? Светите, мне я на Да, YouTube видос брат, закину. читай, спасибо. На YouTube видос закину. Потом будут вам родственники нахуй звонить. Рассказывать, какие вы Ну, честные. вернемся к корпорации зла Яндекс.Такси. Многие считают, что они из России, российская компания, но на самом деле они уже давно переехали в Голландию, являются голландской корпорацией филиала ада. Правда, все зло они почему-то до сих пор делают исключительно в России. В Европах ваших вечно загнивающих у них исключительно положительный образ и имидж. Там они стараются не хулиганить, ведь там законодательство посложнее, посерьезнее будет, чем наша российская. Бутылочку с пива закрыть нужно, либо допить. Еще раз. Бутылочку с пива нужно допить, либо закрыть. Что? Есть пробка, да? Нет, пробки нет. Ну, значит, допить нужно. Давайте оставим ее здесь. Хорошо, Правильно. Давайте оставим. Окей. Что сделаем? В плане правила. Ну, это правило безопасности, чистоты салона. Не, я понял. Требования такси, чтобы бутылка была закрыта на заднем сиденье, это ваше желание личное или это было требование такси? Это оказание услуг. Вы когда в автобус садитесь, вам разрешают? Не, автобус мне не важно, я не в автобус сел. Вы скажите, это ваше личное было желание, либо это требование какое-то? Я же выполнил. Чем такси отличается от автобуса? Слушайте, ну, это не такси, это не такси, не автобус, у вас заработки другие. Еще раз. С чего вы взяли? Вернемся к разговору. Ну, хорошо, давайте. Требование про бутылку, это было... Это требование общественного транспорта. Я вам еще Хочу обратить ваше внимание, выполнил. Хорошо, супер. Я что, говорю что-то, что ли? А чем обусловлен? Обусловлено? Да. Тем, что
разлить в том, что ну, Я понял. такси это такой же общественный транспорт. Здесь также садятся люди разные, понимаете? После вас... Если коснемся в это, то в стоимость услуг такси, в стоимость вашего провоза заложено риски по поводу нанесения ущерба вашему транспортному средству. Если что, с финансовой точки зрения, или экономиста, хотите сказать. Я сейчас вам расскажу так, это вы еще в убытке окажетесь. Как кто давайте. скажете? Как кто еще раз? Министр кто? Кто? Ну, говорите, вы скажете, как кто? Как министр финансов? Не министр финансов, поверьте, не боже упаси. Я вам скажу, что вам стоит перечитать правила. Экономическую составляющую стоимости вашего такси и все риски, которые заложены в этих деньги, которые вы меня везете, все риски могу заложить, я вам могу рассказать. Знаете, что вам скажу? Вам стоит открыть приложение Яндекс.Такси и перечитать условия соглашения. Так, и там все написано, что я должен закрыть такси. Там написано то, что... Не написано, поверьте мне, не написано. Там написано я юрист, я знаю, что не написано. Ну, раз вы юрист, значит вы можете дослушать, да, это что? Да. Там написано то, что в тарифе эконом, кроме переезда, ничего не предусмотрено. Во-первых, не тариф эконом, эконом что плюс. Давайте с этого начнем. Что? Ты серьезно? Так, и там что заложено? Расскажите. Вы сейчас приводите придуманные аргументы какие-то, Вообще понимаете? никаких аргументов. У меня вообще нет аргументов. Мне интересно просто. Что вы скажете? Так. Я вам уже все сказал. В тарифе эконом ничего не предусмотрено, кроме переезда. Во-первых, да. эконом плюс. Такого тарифа в принципе не существует. Братан, вот честно? Честно. Ну откройте приложение, что вы... Так как должен был поступить, да? Я просто то, что порядочно поступить, я не знаю. Откровенно говоря, это вообще бред. Если бы в Москве, я боюсь, что тебе пришлось бы выйти и положить бутылку в эту урну. Но я не возражаю, что может быть здесь... Такое, вот вы так говорите, если бы в Москве, вы думаете, я не был в Москве? Думаете, я местных таксистов не знаю? Братан, как там? Я там живу. Ну, отлично, и что? Я не хочу спорить. Какой аргумент? Просто... я не хочу спорить, мне вообще никаких... Ну, видите, вы там живете, я же вышел, я положил эту бутылку. Спасибо вам. Мне просто интересно, да, вам тоже спасибо. Но мне просто интересно, чего вы взяли, что так должно быть, так не должно быть. Потому что, во-первых, вы не в трезвом состоянии. Правильно? Вот. Окей. Во-вторых, это чистота салона, понимаете? Я согласен, что надо уважать машину. Ну, я отлично. 100%, Еще раз я знаю, что это, в общественном транспорте почему нельзя распивать алкоголь? Потому что вы можете его разлить. Транспорт, мы же доплачиваем, поэтому мы платим больше, потому что ты садишься в такси, потому что такси. Потому что вы можете сесть в машину, мы с комфортом доехать до дома. Вот так вы можете сесть это... Подождите. Так, давайте. Если вы хотите доехать с комфортом, есть соответствующий тариф с соответствующим названием. Тариф комфорт. Так, а комфорт плюс. Ну, вот, это повышенный комфорт. Там может что-то больше предусмотрено. Я в этих тарифах не работаю и не знаю этих правил. Правила в тарифе эконом — это правила общественного транспорта. Здесь вы просто сели, просто... Я еще раз говорю, когда вызвал такси, я включил комфорт плюс. Так. В комфорте плюс Volkswagen Polo не ездит. Ну, это у меня вопрос, вы хотите сказать, задавай вопросы к Яндексу, так? Это вопросы к тому, что вы не тот тариф заказали, который хотели, видимо. Еще раз, я заказал. Я сам лично заказывал. Зайдите в приложение, там все указано, что вы сказали. Ну, короче говоря, вопросов нет. Мне вообще вопросов нет. Но в целом, вообще, если де юра, то здесь это неправильно, мне кажется, фигня. Понимаете? Да? Понимаете, в такси не те деньги платятся на самом деле, которые должны. Я вообще сам наиболее требовательный такси. Да, я не пользуюсь, я люблю, когда я вообще
категорически, потому что когда, я даже чувствую, когда человек, который спал в этой машине, курил когда-то там после, да, и для меня это критично, но в целом, ну, наверное, вы правильно говорите. Ну, видите, вот, ну, допустим, вот вы сели с бутылкой, да, я вам ничего не сказал. И вы, вот, вы мне сказали, ну, я вышел, я отреагировал, наверное, правильно, вот так скажем. Допустим, я ничего не сказал. Да, вот, да. И мы вот поехали, да, по брусчатке. И Ну, согласен, вы как нет, человек, я не в трезвом согласен, состоянии, согласен, например, начали засыпать, к Да, примеру. да. И Может ваша такое. бутылка, возможно, выпала из рук и разлилась. Да. Вот. Но эти риски заложены в стоимость тарифа такси. Но вы Дружище, вот если вы начнете реально с юристом спорить, вы проиграете, поверь мне. И все, ваш тариф складывается с этих 800 рублей, да, там и мойка заложена машины. У нас поездка на 268 рублей. Если бы это было бы 800 рублей... Она даже была бы 1000 рублей, там и 2000. Мне вообще, вот честно, мне пофиг вообще. Я просто заказал машину, мне нужно доехать. Но в целом... В целом, ну, смотрите, химчистка стоит 1000 рублей, это минимально. А? Как? Химчистка салона стоит 1000 рублей, это минимальный это тариф. Уже вы должны... Ну а как заложено может быть тогда? Не Слушайте, у вас должна быть из условий химчистки салона, там стоимости, да, вы должны ставить тарифную ставку, которая будет 100 рублей, да, в Яндексе. Ну так и не я цену создаю. Ну слушайте, ну я же с вами не разговариваю лично, как вот вы, Иван там, или там Петр, я без обид. Ну лично мы же не разговариваем, мы разговариваем как де юра. Вот, там должно быть заложено все. Должно быть отлично. Да. Там этого не заложено. Не заложено, я же знаю, мы же живем в России, да, там, что не заложено, я понимаю тоже, что риски, там, человек, который ведет такси, его риски, химчистки салона, это его риски. Ой, короче, давайте. Хорошего вам вечера. Вам тоже спасибо. Мы, кстати, уже почти доехали. Да, я надеюсь, да, где-то рядом. Потому что я удивляюсь. Вот в Москве бы искали, я вот реально, мне кажется, 1 из 10 бы, кто бы выложил бутылку пива, то садясь в машину. И это, я не считаю, что это правильно. Ну, наверное, да, неправильно, что так ведут люди себя. Но вот мало кто бы мог так себя повести. Но... Я понимаю, но, знаете, мы также оставляем право за собой отказаться от поездки. Я согласен. И, просто если вы не согласны, вы молодец. Вот, учитывая то, что в вашей машине могли оказаться мои дети там, или моя семья, вы молодец, вообще 100%. Поэтому я вышел, потому что я с уважением, что я, конечно, уважаю там. Но так не бывает. В этой жизни бывает все. Не, братан, просто нет, согласен. Можно по-разному обсуждать, все в жизни бывает. Видите, вы же вышли, согласились, значит бывает. Ну, молодец. Вот и наша пресса умалчивает и либо очень аккуратно рассказывает про историю того, как Яндекс сейчас окончательно рвет все связи с Россией. Ну, как минимум, они уже устроили массовую релокацию в Израиль. И пытались, кстати говоря, у нас говорить, что нифига, мы там вообще с Израилем ничего не делаем. Хотя просочились новости, что их владелец даже официально писал просьбу помочь релоцировать граждан, их сотрудников из России в Израиль, правительству Израиля. Что-то я заговорился прям. Короче говоря, на этом история не заканчивается. Сейчас идет теневая сделка с нашим государством, как они будут делить активы. По слухам, Яндекс хочет оставить у себя основные все свои бизнесы, а такие как вещи, как такси и доставочку, оставить нашему государству. Государство там, если не ошибаюсь, по-моему, Кудрин, либо кто-то из очень высоких эшелонов хочет стать генеральным директором вот этого недоофиса российского. И вот что дальше будет с такси, тяжело представить, но что-то мне подсказывает, что вряд ли они прям начнут обелять эту тему. Это остановка.
куда ушли? А? Вы поедете этого или что? Ага. Так. Остановил дальше что? Вы просто вышли молча. Дальше я не понял. Я так понимаю, вы мне запретили. Ну да, конечно. И когда останавливаюсь, дальше я не поеду. Так вы был... Разливаете. Знаете, что разливаете? Да. Вам никого видел, блядь, Я тому, не... кто разливаете или Я не сужу по людям вообще никак. Я всем говорю, это что твоя нет. работа, я согласен. Я тебе против, в принципе, ничего не говорю. Ну вот просто... То, что ты ответил мне так, это я не осуждаю за это ничего. Ну, поедем нормально, поехали. Вот и вперед присяду. Присаживайтесь. Да ну это просто бред, ё-моё. Что бред? Почему я не могу попить пиво и так далее? Разливать их, что, в шибалых тебе присел или еще Ну что-то? если резко заторможу, выльется, то что дальше? Ну я в руках. Дальше поедем на химчистку, в конце концов, имеешь правка. Конечно. Ну, а в чем проблема? Но я не хочу этим заниматься, понимаете? Веришь, нет, я сам этим не хочу вот заниматься. И все, вот в этом и причина, вот поэтому я вам и отказал. Все. А то, как вы делаете, ну это некрасиво, как минимум, Не, чисто ну по-человечески. просто, пойми, я так на нервах, а здесь еще, блин, я не хочу искать в тебе, в вас понимание, да, и так далее. Ну, как ты, ну это тоже чисто не по-человечески. Почему не по-человечески? То, что я вам... короче, попью пиво. Нет. Я попью пиво. Нет. Аккуратно попью. Нет. Никак нет. Тогда останавливай. Ну чем мы чудить, что ли, будем? Ну зачем вы тогда опять что, мы сели? не люди, что ли? Давайте я завершу поездку, Завершайте поездку. Оплатите, сколько там будет? Сколько там будет? 129 рублей. За что? За то, что мы до сюда доехали и за подачу. У меня еще. пункт назначения другой. Ну так вы не хотите дальше продолжать движение? Давайте свяжемся с горячей линией. Так. Вот. Давайте И свяжемся. Будет ли, возможно ли, банка не открыта, видео заснимем. Что возможно? Могу ли я находиться в салоне с банкой пива? Можете, если она закрыта. Я же не говорил вам ничего такого. Вы просто говорите, я буду пить пиво. Я не сказал буду пить, я вас попросил. Я короче, попью пиво. Нет. Я попью пиво. Нет. Аккуратно попью. Нет. Не, ну вот сейчас сказали, ну просили, да. Я вас попросил. Я вам отказал в этом. А Всё. какое вы имеете право отказать мне? Я ваш клиент. Ну. Вы водитель. Вы заказали такси или Такси. бар на колесах? Нет, не бар на колесах. Нет. Так аж. Давайте, ну просто поинтересуемся. Вы то есть. Возможно ли это? Возможно, если водитель не против. Все. Ну, давайте мы это уточним и вопрос нет. Мы просто остановимся на этом. Ну, только это вы мне заплатите за вот эту Кто вам сумму. об этом сказал? А, тогда... У меня до пункта назначения не было. Тогда выходите просто так и все. Спасибо. Всего доброго. Это просто, ну, неуважение к Друзья, людям. как вам сегодняшний выпуск неадекватов такси? Мне кажется, было горячо. Напишите о своих впечатлениях в комментариях. А пока пишите, не забудьте заодно еще поделиться ссылочкой на данный видосик в своих социальных сетях. Пусть и остальные люди знают, какое безумие у нас порой происходит в автомобилях такси. Ну и, конечно же, ставьте лайкосик этому видео, ведь от каждого лайка кому-то дают чаевые. Да-да, такое тоже бывает. Ну и подписывайся на безумие, ведь впереди у нас еще очень и очень много интересного. Ну а с вами был Life is Strange. Пока-пока. Кстати, недавно на заправочке «Нефтьмагистраль» ко мне подошла женщина-заправщица, очень милая женщина, и она сказала, что она подписчица моего канала, так же, как и ее сын. Мы там сфотографировались, поэтому, пользуясь случаем, передаю вам привет, друзья. Напишите в комментариях, если вы это смотрите.